Всем привет! С вами Даша, и сегодня я хочу затронуть тему немецких военных автомобилей периода Второй мировой войны. Эта тема заслуживает отдельного видео, благодаря большому количеству автомобилей, служивших в германской армии. Некоторые из них были интересны в техническом плане, а некоторые заставляют удивиться неискушенного зрителя. Автомобилей в немецкой армии было так много, что было даже высказывание, что каждый пятый немецкий солдат – это водитель. Если в советской армии преобладало всего несколько типов грузовых автомобилей, то в вермахте был целый зоопарк из хорьхов, мерседесов, опелей, хеншлей, ну и прочих. Но для начала я хочу сказать, что ролик носит исключительно техническо-познавательный характер и не пропагандирует ничего, кроме истории техники, моделизма и технического творчества. Многие модели я делала давно, когда еще не владела многими приемами моделизма, так что к качеству своих моделей прошу отнестись с пониманием. Историческую справку я подготовила по книжке Евгения Кочнева «Военные автомобили вермахта и его союзников». Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал. Желаю вам приятного просмотра. Начну с немоторизированной техники. Перед вами противотанковый велосипедист Фольксштурма последнего периода войны. Он вооружен автоматом МП-44, а на велосипеде закреплена противотанковая мина и 2 гранатомета Панцерфауст. Следом идет полевая кухня, запряженная в 2 лошадей. Несмотря на всю моторизованность вермахта, они не могли обойтись без помощи лошадок. BMW R12 в варианте с коляской и очень ценным трофеем в ней открывает мотоциклетную часть. Без орды мотоциклистов невозможно представить немецкую армию времен Блицкрига. Интересной особенностью этого мотоцикла было отсутствие задней подвески. На этом мотоцикле впервые в мире установили переднюю телескопическую вилку с гидравлическими амортизаторами. Мотоцикл R12 в соло-варианте. Интересно, что спортивная версия этого мотоцикла в 1937 году установила рекорд скорости 279 км в час. Мотоцикл BMW R75 в варианте с коляской. Колесная формула этого мотоцикла 3х2, то есть колесо коляски тоже ведущее, что давало отличную проходимость. Цундап КС 750, аналог BMW R75 в соло-варианте. Мотоцикл имел систему регулирования подвески колес в зависимости от состояния грунта, а также систему экономного хода без перегрева двигателя на скорости 3,5 км в час в условиях вязкой грязи. Также зажигание от магнета и резервный фильтр бензобака, который позволял продолжить движение при пробитом баке. Он мог преодолевать и мелкие водные преграды с погруженным в воду двигателем. Тему мототехники продолжает, наверное, самый необычный мотоцикл Кеттенкарт. Несмотря на свою миниатюрность, эта машина весила 1200 кг, и от мотоцикла она унаследовала только переднее колесо и руль. Двигатель устанавливался от автомобиля Opel Olympia, подвеска по немецкой традиции с катками, расположенными в шахматном порядке. Их было выпущено всего 8500. Производство автомобиля Opel Olympia было запущено в преддверии Олимпиады в Берлине в 1936 году. Особенностью этого автомобиля является несущий цельнометаллический кузов, впервые использовавшийся в Германии для автомобиля легкого класса. Машина в маркировке строительной организации Toyota. Opel Капитан в 4-дверном кузове. Капитан стал первым в Европе автомобилем с несущим сварным цельнометаллическим кузовом, выполненным по американскому образцу. В ходе войны Капитан использовался только в базовом исполнении в качестве штабного автомобиля. Продолжает тему Opel флагман этой марки Admiral. Конструктивно представлял из себя классический рамный автомобиль тех лет.
В отличие от «Капитана», во время войны снабжался разнообразными упрощенными кузовами и надстройками. Симка-5 – это копия Fiat 500, локализованная версия для французского рынка, которая выпускалась методом промсборки компании Симка, основанной во Франции итальянским Фиатом в середине 30-х годов. Автомобиль стал для французов таким же народным автомобилем, каким был для немцев Жук, а для итальянцев Fiat 500. Множество Симок было захвачено немцами и использовались как штабные машины. Volkswagen 82E по сути своей представлял собой шасси от внедорожника Кубивагена с кузовом от обычного довоенного Жука. А это версия предыдущей машины с газогенераторным двигателем и топливом в багажнике на крыше. Классический Кюбельваген снабжался мотором мощностью в 23,5 лошадиных силы, четырехступенчатой коробкой передач и механическими барабанными тормозами. Автомобиль не показал выдающихся способностей по преодолению бездорожья на Восточном фронте, но неплохо зарекомендовал себя в качестве рабочей лошадки. Штовер R200 – первый немецкий стандартизированный полноприводный армейский джип, появившийся за 5 лет до знаменитого Виллиса, отличался независимой подвеской, всеми ведущими управляемыми колесами. Вариант предыдущей машины, оборудованной радиостанцией. Еще один радийный автомобиль, только уже на базе Mercedes 170. Эта машина основана на X-образной раме, сваренной из труб овального сечения. Этот Mercedes по сути является единственным заднеприводным Кюбельвагеном классического образца, выпуск которого продолжался до середины войны. Хорек 108 был оснащен мощным 3,5-литровым V-образным двигателем, всеми управляемыми колесами, что давало радиус разворота в 10 метров, и боковыми свободно вращающимися запасными колесами, которые помогали преодолевать неровности бездорожья. Вездеход Mercedes-Benz L1500A использовался и как командирский штабной автомобиль, и для перевозки пехоты. 3 ряда сидений свободно вмещали до 8 бойцов и обеспечивали комфортное пребывание генерала. Обладая высокой грузоподъемностью в 1,5 тонны, полноприводный аналог нашей полуторки,
работал и артиллерийским тягачом. Тему легковых машин, хотя этот экземпляр таковым назвать сложно, закрывает Mercedes-Benz G4. На таких разъезжали высшие немецкие государственные чины. Изюминкой этого автомобиля являлось то, что корпус выполнен с бронезащитой всех стенок моторного отсека и пуленепробиваемыми стеклами. Полуторный Opel Blitz снаряжался бензиновым мотором от легкового автомобиля Opel Капитан. В вермахте автомобиль выполнял функцию легкового грузовика для доставки небольших грузов и быстрого транспорта личного состава. Санитарный фургон на базе предыдущей машины. Mercedes 1500S использовался при общевойсковых перевозках. Трехтонный Opel Blitz, наверное, самый известный немецкий военный автомобиль того периода, оснащался двигателем от легкового Opel Admiral. Это моя первая модель грузового автомобиля, которую я собирал. Топливозаправщик в тропическом исполнении на базе Opel Blitz. Газогенераторный Opel Blitz с упрощенной кабиной. В конце войны Германия столкнулась с энергетическим кризисом и приходилось использовать альтернативные источники энергии для тыловых служб. Штабной автобус на базе Opel Blitz. В кузове от ателье Людвиг. Особенностью его интерьера заключалась в том, что сиденья были расположены елочкой для лучшего обзора. В феврале 1940 года был представлен прототип автомобиля, а в апреле того же года началось серийное производство Renault AHN. После капитуляции Франции в июле 1940 года их производство было продолжено для Третьего рейха. Немецкое представительство фирмы Ford активно трудилось, оснащая германскую армию грузовиками. Трехтонный Ford V3000 с характерными объемными крыльями. Полугусечная версия того же грузовика. Так немцы пытались бороться с российским бездорожьем. Что любопытно, кёльнский завод Форда не пострадал от бомбардировок союзников.
полевая операционная на базе полугусеничного Форда. Грузовик Хеншель 33Д1 использовался для перевозки пехоты, амуниции, служили артиллерийскими тягачами и служили базой для различных надстроек. Грузовик Круп внешне схож с предыдущим Хеншелем, но имел другой двигатель и коробку передач, а также имел лебедку центрального расположения. Айнхайнц Дизель – попытка немцев хоть как-то стандартизировать свой автопарк. Конструкция получилась довольно хорошая, но очень дорогая. Немецкие солдаты отмечали, что машина была неприхотливой, выносливой и безотказной в любую погоду. Разведывательно-шифровальная машина на базе Айнхайнц Дизель с древометаллическим кузовом фургоном. Тяжелый Mercedes-Benz L4500 оснащался 6-цилиндровым дизелем и мог перевозить грузы массой в 4,5 тонны. Данный автомобиль выпускался на протяжении всей войны с 1939 по 1945 год, что свидетельствует о его востребовательности в армии. Полугусечный вариант предыдущего автомобиля. Тяжелый полугусеничный тягач СД КФЗ-7 оснащался открытым 11-местным кузовом с открытыми боковыми дверными проемами. Тягач также оснащался 3,5 тонной лебедкой и предназначался для буксировки артиллерийских орудий. Изучение печального опыта использования германской колесной гусеничной полугусеничной техники в ходе кампании 1941-1942 года в Восточном фронте привело специалистов фирмы Штайн к мысли о необходимости создания простого по конструкции и надежного артиллерийского тягача с чисто гусеничной ходовой частью. Взяв за основу компоновочную схему советских транспортных тракторов СТЗ-5 и Сталинец-2, разработка ЛВС началась в 1935 году по заказу Управления вооруженных сухопутных сил для инженеров вермахта в качестве машины-амфибии. Первые 7 машин были выпущены к июлю 1940 года. Поскольку в машине было мало внутреннего пространства и не доставало удобства для посадки и высадки, то к ней были выпущены специальные 10- и 20-тонные плавающие прицепы. Машина могла перевозить 2 членов экипажа и 20 пассажиров. Отсутствие бронирования не позволяло эффективно использовать машину в районе боевых действий. Трамвай с немецкими гаишниками – один из самых распространенных в начале 20 века на улицах немецких городов. Вагон фирмы MAN. Такие вагоны широко производились баварским концерном с 1902 года и были характерны для всех немецких городов до середины 1930-х годов. Позднее в крупных мегаполисах их постепенно вытеснили 4-осные вагоны. Этот вагон ушел работать в провинцию.
Последние образцы использовались в Кракове до 1983 года. Напишите в комментариях, какая машина вам понравилась больше всего. А если хотите увидеть подборку моих моделей немецкой бронетехники, то обязательно подпишитесь и напишите в комментариях об этом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.